Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. После моего прошлого видео про то, как силы специального назначения США завербовали Илона Маска, многие из вас стали мне писать на почту с вопросами, требуя подробностей о работе Маска на специальные службы США. Поэтому я принял решение, и сегодня я продолжу раскрывать страшные подробности секретных документов сил специального назначения по проекту Medium и роли Илона Маска в нем. В целях безопасности моего источника все имена и фамилии были изменены, а документу добавлена художественная окраска. Но то, что вы сегодня узнаете, вас шокирует. Поэтому, если вы не готовы к этому, закройте видео и продолжайте жить своей спокойной жизнью в неведении. Итак, я начинаю. 2002 год. Вашингтон. Войтович сидел в своем кабинете. Его одолевало одновременно странные и перспективные мысли. Первая из них. Все, чем он занимается, не принадлежит привычному земному миру, а принадлежит миру облачному, загадочному, непонятному и смертельно опасному. Вторая мысль была более приятной. Именно он вмазан во все это по уши. Именно он вершит судьбы не отдельных людей, которые ему подчинены, которых он лично вербовал и судьбами которых распоряжался. Он вершит судьбу человечества. Ну, не он один, конечно же. Из первых двух мыслей непроизвольно родилась третья. Куратор. Кто же это, мать его, такой? От одной этой мысли только бросала в дрожь. Власть куратора пугала. Власть над ним, над агентом специальных расследований Джоном Войтовичем. Повинуясь непонятному, но определенному чувству, Войтович клацнул зубами, как овчарка, встал и прошелся по кабинету. В дверь постучали. Войтович дернулся, сердце застучало быстрее. Твою мать, так и сбрендись недолго. Да, войдите. Войтович быстро направился к столу с заваленными стопками бумаг, из-за которых виднелся монитор компьютера. «Разрешите доложить, господин Войтович!» Войтович потер виски, надоело. «Лейтенант, я много раз вам говорил, заходите после разрешения и сразу приступайте к делу. Казарма никак из башки не выветрится». «Виноват!» Бравый рыжеусый лейтенант, прямо как с картинки рекламы, а-ля «Вступайте в ряды британских команд». В голове Войтовича появился легкий шум, который грозил перерасти в приступ мигрени. Нет, надо менять людей. Как раз намечался одна спецоперация, где лейтенант Блэкбери мог бы раскрыть свои таланты. Войтович встал, демонстративно дал воинское приветствие и вальяжным тоном произнес: «Докладывайте, Блэкбери. И как можно больше по делу!» Лейтенант пафосно ответил на приветствие, приложив ладонь к виску. В этот момент Войтовичу хотелось достать из стола свой Desert Eagle и разрядить всю обойму вначале в лейтенанта, потом в куратора, кем бы он там, мать вашу, не был, в президента, а уже потом и в себя родимого. «На сегодня 3 оперативные сводки и 1 доклад!» Лейтенант чеканно подошел и положил на стол 3 папки и лист с гербовой печатью. «Хорошо, оставьте. Ко мне никого не пускать, ясно?» «Так точно!» Войтович скривился. Нет, сегодня точно ударит мигрень. В эту секунду он отчетливо представил, как лихие молодцы под командой лейтенанта тащат мешки с песком к двери его кабинета, устанавливает станковый пулемет и обеспечивает охрану, чтоб никто не вошел. Эта мысль позабавила. Ну ладно, к делу. Сначала 3 оперативные сводки. По ним необходимо дать аналитическое заключение и отправить выше. Войтович понимал, что над ним тоже есть кто-то, но канал связи и передачи информации был засекречен. А над ними кто? Куратор? Войтович встряхнул головой. Надо же было им раздолбать этот грот на Аляскинском хребте. Сами себе нажили геморрой, твою мать. Войтович достал свою вечно недокуренную сигарету, раскурил ее. Итак, 3 оперативных сводки и 1 доклад. Начнем со сводок. Войтович взял первую папку и раскрыл. С первых же строчек он подобрался, кровь перелила в голове. Оперативная сводка номер 13-907-2002, секретно, для ограниченного числа лиц со спецдопуском. Группа агентов силы специальных операций подразделения Бета в России достигла точки 0300. Снаряжение спецсредства были доставлены на точку с вспомогательным подразделением из локации Иркутск. Последний сеанс спутниковой связи с командиром в 0532. Далее группа перестала выходить на связь. Исследование объекта в районе озера Байкал в России не производилось. Предположительно,
Объект обнаружен, наблюдается и исследуется силами потенциального противника. Режим исследований, вероятность контакта и получения информации неизвестны. Накрылся Байкал. А ведь была перспектива. В последнее время многие политиканы отмечают, что эти проклятые богом коммунисты научились работать. 2002 год на дворе. Времена придурка мистера Горби и Ельцина прошли. Войтович вздохнул, знавал он этих русских, которые скорее обосрутся прямо в штаны, чем отступят. Насмотрелся в 90-е в Югославии на их добровольцев. Войтович бегло просмотрел папку, спутниковые фотографии, аналитические пояснения, заинтересовало последнее. Сведения, полученные агентами МИД, предположительно объект нес научно-исследовательскую функцию иносферы Земли. Вторая папка была более увесистой. Войтович открыл ее. Независимо от собственного желания, брови агента поползли вверх. Сводка данных за октябрь 2002 года, Вашингтон, округ Колумбия. Папка содержала галимую бредятину, состоящую из свидетельских показаний алкашей и домохозяек, которые в подробностях раскрывали, как совокуплялись с зелеными человечками, путешествовали на их кораблях. Потом они стали вставлять в бронезон небовлагалище и в анус. Шелли Уилфред, домохозяйка, 56 лет. Старая блядь. Ну и все в таком роде. Один вообще требовал забрать его тещу на опыты, дескать, она с далекой планеты созвездия Лебедя. Твою же мать, этим всем занимается отдел внешнего наблюдения. Они, наверное, сведения из шоу Опры и Уинфред берут, или еще бог знает с какой помойки. Войтович отложил папку и крикнул в сторону закрытой двери. «Блэкбери, войдите!» Сегодня же надо дать команду, чтобы починили этот гребаный телефон. Такими делами ворочим, а приходится орать. Блэкбери вошел практически сразу. Нет, он точно стоял у двери и охранял. Дебила кусок. Вызывали? Нет, я просто так орал. Сегодня, прямо сейчас, свяжитесь с начальником отдела внешних наблюдений, пусть за себя оставляет заместителя и едет прямо сюда. Передайте, что мне нужны пояснения по их оперативной сводке. Больше ничего не говорить. Понял, шеф? Войтович удивленно посмотрел на лейтенанта. Что-то новенькое. Дебил-служака понял, как общаться с начальством? Ну ладно, посмотрим, что скажет начальник ОВН, отдела внешних наблюдений. Ни в какие ворота это все уже не укладывается. Ладно, это все еще нужно будет изучить. Удивительно, что именно отделу ОВН поручили проводить инструктаж новых агентов. Приходит эдакий мистер и миссис Смит, а им сразу папку документов. Читайте, инструктируйтесь. Сколько раз говорила. Создайте подробный учебный фильм, подкрепите документами. Ко мне в конце концов направьте новых людей. Нет. Все начинается с бумаг, на которых крупнопиксельные фотографии времен Второй мировой войны, документы о Нинербе и краткое изложение сюжетов с камней Ики. Гребаных, мать вашу, камней Ики, на которых индейцы с елдаками как пулемет сношает динозавров, катается на них и также сношается с какими-то пришельцами. Ой, увидев такой камень воочию, Войтович сразу тогда еще понял. Современные индейцы в Перу поняли, что любят богатенькие гринго и их беленькие сучки, и стали штамповать эти камни на сувениры. Может быть, и было что-то, но сейчас след сокрыт. Один ученый в России это все копает, и пусть копает. Чудаковатый бедняк с небритой Харри. Третья оперативная сводка. Сведения запроса сержант-инструктора 2 класса Одри Авкапур, подвергшийся гипнотелепатическому воздействию биокомпьютера. Далее куратор. Надо же, она родилась в Дели? Войтович удивился. По своей сути, бывший капитан и ныне агент специальной службы был жутким расистом, что умело скрывал. Индусов берут на такие должности и присуждает звания. Впрочем, как и любым гражданам наших великих и мать их цветных штатов, всем дается шанс. Сведения о содержании контактов проанализированы. В настоящее время подопытная. Надо же, уже подопытная, еще такое слово подобрали. Содержится под наблюдением. Демонстрируется состояние глубокого транса, из которого периодически выводится посредством болевого шока. Электростимуляция областей головного мозга. При выводе из транса появляется возможность снять показания, которые перемежаются с бредом в момент перехода от бодрствования к трансу. Краткий аналитический вывод до основного заключения. Одри Авкапур, далее испытуемый объект, сохранила возможность поддерживать связь с инопланетной сущностью, далее куратор. Контакт односторонний. К сводке прилагается иллюстрации, выполненные испытуемым объектом.
Войтович просмотрел пару иллюстраций, покрутил листки и так, и эдак. На одном толпа людей, тысячи людей, сливающихся местами воедино, шли по обрыву и направлялись прямо в небо к солнцу. Перекошенные лица, выпученные глаза, разинутые в крике и ужасе рты. На второй иллюстрации схематично было изображено нагромождение квадратов, кубов и прямоугольников, формирующих решетчатую структуру. Загроможденное изображение, в центре которого написано «Он придет оживить». На этом все. Ну пусть с этим разбирается дальше. Нужно будет дать эту сводку в разработку, пусть подготовят подробный отчет и ведут это дело на всем протяжении. Войтович достал блокнот и, тщательно выводя буквы, записал на линованном листке «Одри Авкатур». Перечеркнул, закрасил и снова написал «Испытуемый объект, медиум, связь с куратором». Войтович снова закурил и встал из-за стола. Подошел к окну. На горизонте занималась гроза. Огромные темные облака, иногда проскакивали отголоски молний. Да, погода меняется. Вот и голова гудит. В это время юные мамочки выбегают на задние дворы своих двухэтажных коробочек, подхватывают своих детенышей и несут их в дом от разбросанных игрушек безопасности. Какие-нибудь дальнобойщики клянут судьбу и стараются побыстрее доехать до мотеля, пока не ударил ливень. Какая-нибудь парочка наверняка трахается на заднем сиденье универсала. И все эти люди не знают, что творится в мире, что рядом с ними прямо сейчас, рядом с ними и с ним, с Войтовичем. Иногда появлялась мысль в голове, которая со временем становилась все навязчивее. Он и все человечество, гуки, коммунисты, китаёзы, негры, все находятся в стеклянной банке и за ними наблюдают. Кого-то иногда достают наружу, растягивают, одуревшего от страха на столе, и методично отсекает ручки и ножки, как муравью, а иногда банку переворачивают с ног на голову. Но он, Войтович, выберется из этой чертовой банки, разгадает секрет, всем обломает рога, как этим гребаным сербам Сараева. Но кто же держит банку в руках? Куратор? Войтович прижался лбом к холодному стеклу окна, насладился прохладой и снова вернулся к столу. Доклад. Из оперативных сведений получены достоверные данные, что силы разведки потенциального противника России вошли в контакт с персоналией 101 Илон Маск. Контакт обеспечен через Н. Полякович. Проститутка в настоящее время отрабатывается. Контакт был установлен с целью шпионажа, передачи сверхсекретных данных. Предположительно, давление на персоналию 101 оказано посредством угроз семье, шантаж. Да, с началом 2000-х гребаные русские коми точно научились работать. Войтович дочитал доклад до конца, достал лист чистой бумаги. Внешнюю угрозу с персоналии 101 снять. Дать гарантии о защите семьи. Провести повторный инструктаж и проверку на лояльность. Возможно, персоналия 101 не понимает сути развитой игры противника. Выяснить. В случае подтверждения добровольного контакта принять меры. Аналитическое заключение передать в отдел контактов для получения справки. Отделом контактов было принято называть биокомпьютер, который был обнаружен в подземном гроте Аляскинского хребта. После Одри Авкатур биокомпьютер все-таки удалось подключить к аналоговому устройству, которое затем подключалось к мощному персональному компьютеру. Информация от биокомпьютера поступала океаном терабайт, все считывалось и анализировалось. Сам биокомпьютер мог считывать введенную информацию и давать рекомендации. Неизвестно каким образом, но именно биокомпьютер дал наводку на Илона Маска. Через 2 суток биокомпьютер дал рекомендацию по Илону Маску. Войтович читал интерпретированные сведения и изначально полученные бинарным кодом. По спине побежала струйка пота. Подступило удушье. На листке бумаги была отпечатана фраза: «Отдайте нам его ребенка. Убейте его ребенка. Отдайте его нам». Войтович оттянул галстук и расстегнул рубашку. Куратор. 2002 год, Вашингтон. Приговор приведен в исполнение. Объект Невада Маск. Возраст 12 недель. Грудь матери Джастины Маск была обработана наноядом во время посещения СПА. Исполнители низшего звена, владелец СПА, массажист, ликвидированы. Распоряжение Джону Войтовичу. В кратчайшие сроки провести с персоналией 101 Илон Маск повторный инструктаж. Оказать давление и склонить к
При отказе ликвидировать. Проект «Открытое небо» в случае ликвидации персонали 101 заморозить с поддержанием всех мощностей в полной готовности до подбора куратором следующего кандидата. Мы вам сегодня раскрыли только часть информации о пришельцах. Данных о их деятельности на Земле намного больше. На нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.